Представители знака зодиака Телец. Тельцы, мои дорогие, здравствуйте. Колесо фортуны. В чем вам повезет? И в этом видео мы используем две колоды. Карты пасьянса и карты Таро, которые подаются с позиции позитивной психологии. Их прорисовала великолепная художница и мудрый таролог Колет Барон Рид. Давайте узнаем, в чем же вам повезет, мои дорогие тельцы. По срокам берем где-то неделю-две. У кого-то может проиграться за пару дней, мы все разные все же, но давайте узнаем. И первые карты, которые мы с вами достанем, это будут Таро. И мы спросим, если мы рассматриваем наш расклад с позиции именно позитивных каких-то энергий, то что вам будет помогать? Вот как видят карты Таро. Это Таро добра. Очень красивая колода. Какие энергии для вас приготовили карты, мои дорогие тельцы? Тройка воды. Есть какие-то разочарования, которые не должны вам затмить мир, мои дорогие тельцы. И если что-то у вас прежде не получалось осуществить или были какие-то сомнения, вот здесь все встает на места. Это карта праздника во всех колодах Таро. А еще она говорит об общей цели. Она говорит о надежной дружбе. О том, что в принципе праздник у кого-то это может быть как дата. Но и мы говорим позитивное отношение к жизни. Это когда вы уже что-то можете планировать наперед, и вас, самое главное, есть на кого опереться. Давайте мы достанем еще одну карту. Конечно, нам могут говорить и об эмоциях. Что еще вам будет помогать, мои дорогие тельцы? Тройка земли. Посмотрите, две тройки. Тройка – это всегда отчасти стабильность на сегодняшний день и момент перехода в завтрашний день. Это есть пороговое значение, любая практически тройка, когда вот то, что у нас было или проделано как работа, или то, что было пережито нами, мы переводим на другой уровень. Отношения тоже могут переходить на новый уровень. По тройке земли мы учимся. По тройке земли вы можете рассматривать какие-то вопросы по работе, и тогда нам карта говорит: изучи, к примеру, дополнительные виды заработка, дополнительные виды дохода, или сама какая-то наука вас может заинтересовать, и вы задумаетесь: дай-ка я действительно углублюсь в этом, и может быть мне это пригодится. Вот как раз любое знание – сила, буквально, потому что в последующем вы сможете это переложить на практику и еще как будто больше денег заработать. Это построение собственного прочного фундамента и объединение с кем-то ваших усилий, когда вы, возможно, с вашим партнером, или, может быть, это партнеры по бизнесу, или когда вы будете искать единомышленников. Но карта нам говорит о том, что стабильная энергия, две тройки. Но, повторюсь, переход он есть, он и еще будет. И что-то вы не можете запланировать с точностью, мои дорогие тельцы. Но как минимум 2 недели, если до середины июля. Вот такие надежно стабильные энергии вам позволяют что-то просчитать, а то и добавить себе каких-то возможностей. Все будет зависеть от вас, безусловно, тройка. Это то счастье, которое где-то мы куем сами. И по карте звезда нам вообще волшебная карта, особенно в этой колоде Таро. Нам говорят: да нет ничего невозможного для тебя, телец. По этому аркану это как действительно новое начало, оно уже на пороге. Для кого-то из вас проиграется как переезд далеко, стать популярным, вдохновение. Для кого творчество, ваш способ заработка, значит, будут какие-то творческие инсайты, когда вы в последующем сможете это переложить на какие-то материальные рельсы и опять же получить вот этот финансовый эквивалент. Тут не бойтесь мечтать, я бы сказала так. Не бойтесь смотреть на высокое. Не совсем в моменте здесь и сейчас. Мы сказали, момент перехода 2 тройки. И, по сути дела, карта звезда – это карта будущего. В колодах Таро всего 2 карты, которые нам рассказывают как бы о будущем по расстоянию или по длительности.
Так вот, карта Солнца – это период последующих 6 месяцев, а карта Звезда – лет на 10-20. Вот как будто вы сейчас совершаете этот переход к своему счастью на продолжительный период времени. Действительно, вы строите или создаете самих себя, или построение карьеры, построение счастья, построение личной жизни. Как-то тоже вы, может быть, тут организуете, обустраиваете. Но если, опять же, мы про период до середины июля, позитивной энергии для вас. Это правда. Главное не оглядываться назад. Вот посмотрите, все карты говорят, да, острота момента может присутствовать, и тут нужно быть внимательному. Но не смотреть, не реанимировать что-то, как прошлые обиды, например, да, или даже если какое-то дело у вас в прошлом не получилось, не думать, что дай-ка я еще раз возьму и еще раз повторю. Тут не про повтор, тут просто мы идем дальше. Вы, мои дорогие тельцы. Итак, смотрим на картах пасьянса. Я смотрю, и вы смотрите. Потому что эта колода, она достаточно новая для меня. Не как цыганский пасьянс. Но событийный ряд может подсказать очень неплохо. Итак, идем вперед. Что для тельцов? Получше покажу. Это у нас булавка, мечи, флаг и костер. Ну вот, потому что я знаю, мне пишут иногда отсвечивает. Но я уже и так пытаюсь выровнять освещение, но не очень, видимо. Все равно где-то бликуют карты, и на 100% это сделать сложно. У вас выпадает, пожалуйста, месяц, луна. И где-то вот с чего мы с вами начали, какой-то период, может быть, предыдущий сомнений, он постепенно завершается. Может быть, дела как бы идут своим чередом вперед. И то, что у вас было под вопросом, здесь как раз приходят известия, именно вот в этом пасьянсе важные известия или новые планы. Поэтому новости, информация в жизни вообще, они будут оказывать на вас влияние, и вам нужно держать с одной стороны руку на пульсе, с другой стороны, если мы говорим какие-то сомнения, потому что вот второе, в основном Луна – это у нас сомнение, неуверенность, но в этом пасьянсе это когда заканчивается этот период. Это новые планы, больше определенности, больше конкретики, так как вы любите, мои дорогие тельцы. Но куда-то закрытый путь. Может быть, часть вопросов каких-то вы решаете, но, к примеру, если вы планировали куда-то поехать, ну, видимо, вот в эти 2 недели или в какой-то еще период, может быть, и меньше, у вас не получится это совершить, или, мои дорогие, нам говорят вот именно в этой колоде карт, путь закрыт, нужно искать другой вариант. Поэтому вот, может быть, какие-то альтернативные варианты вы будете рассматривать, смотря чего это касается. А у нас еще, посмотрите, я не увидела, сейчас я это увидела, путь закрыт, и у нас выпадает сердце. Доверительные отношения. Может быть, это вы по части своей личной жизни что-то себе уже запланировали сделать, но, возможно, вы со своим партнером на расстоянии. По этой карте страстная любовь, взаимность. Взаимность как и в чувствах, так и где-то в мыслях. Когда партнеры понимают друг друга с полуслова, смотрят в одном направлении. Но, может быть, то, что вы задумали, у кого-то, может быть, в отпуск вместе поехать, а вот что-то может не получиться, по крайней мере, мы ведь смотрим короткий период. Поэтому, ну вот неделю ближайшую или 2 как-то сложновато видят карты. Давайте мы положим сердце, мне так больше нравится, прямо скажем.
Это не отменяется, но где-то задерживаться может. И все равно, посмотрите, нам прекрасно, как любовь, прочный союз, и еще и сердце, мы говорим, тут отношения могут выйти на новый уровень. Или это все к тому идет, может быть. Не так все быстро, к примеру, мы можем согласовать даже по документам или оформить отношения. По этой карте может быть и как партнерство по бизнесу, когда тоже на новый уровень. Но вообще это надежные люди. Ну, где-то мы об этом уже с вами даже по Таро говорили. Давайте будем смотреть дальше, что для вас, мои дорогие тельцы. Ничего не вижу. Буду благодарна вашим комментариям, насколько именно этот пасьянс у вас проигрывается или насколько вам он нравится попросту. Я знаю, что есть любители пасьянса, которым в принципе нравятся пасьянсы, но есть и противники точно такие же. Все очень индивидуально, мы все разные. Давайте будем еще смотреть. Я пока не вижу совпадений. Я так понимаю, не случайно выпали две тройки, которые нам сказали о том, что у вас сейчас сильная позиция. И карта звезда, как я уже говорила, это на далекий период времени, то тут вы будете строить планы на будущее. И как раз с этого и началось. Что-то, может быть, согласовывать, разузнавать, с чем-то определяться, узнавать или искать какую-то информацию, и вы ее найдете. Потому что, скорее всего, телец четко видит, вот не случайно у нас хорошо, закрытый путь куда-то. Вы видите реально, да, вот сейчас у меня что-то не получится осуществить. Но, значит, вы будете либо просчитывать, мои дорогие тельцы, либо какие-то искать другие варианты. Собственно, совпадают как и карты Таро, так и карты пасьянса. И я смотрю, у вас еще выпала рыба, и рыба – это исполнение желаний. Поэтому ваше желание, пусть где-то с задержкой или что-то там где-то пробуксовывает, но все равно ваше желание исполнится действительно. Вы знаете, вот вы как в руках фортуны. Конечно, фортуне самому надо помогать, никто не спорит, поэтому мы, наверное, и делаем с вами этот прогноз-расклад. Но энергии, когда совпадают у двух карт, двух колод, это уже говорит о том, что энергетика этого периода играет вам в плюс. Не нашла я другого. Словом, напишите, мои дорогие тельцы, перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.